Война. День 119. Ситуация на фронтах. Воздух. В Ростовской области разбился очередной российский Су-25. Пилот погиб, а обстоятельства крушения неизвестны. Это второй случай за последние 2 недели, когда Су-25 терпит крушение на российской территории. А если взять во внимание еще 2 сбитых штурмовика Су-25, на которых летали наемники из группы Вагнера, один из которых майор Андрей Федорчуков, попавший в плен и сообщивший, что это его 3-й вылет, можно предположить, что у пилотов-наемников недостаточно летной практики, в результате чего и происходят подобные крушения. Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Особенно сильным обстрелам подвергается Харьков и Николаев. Так, в результате очередного ракетного удара в Харькове было уничтожено депо метро, что, разумеется, является гражданским объектом. В ответ на удары по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищам в Украине сегодня был нанесен удар по НПЗ в Ростовской области с помощью беспилотника. Момент удара попал на видео. Напомню, ранее ударом подверглись газовые вышки в Черном море. Восток. Харьков и пригороды продолжают обстреливать, но изменений линий фронта не произошло. Южнее, в районе Изюма, продолжаются бои за Богородичное и Долину. Не сумев прорваться у Долины и Богородичного в направлении Славянска, Дворников передислоцировал свои силы для нового наступления на Северодонецк. Говорят, что это стало возможным благодаря тому, что у них есть около 10 батальонов тактических групп, восстановленных недавно завербованными резервистами. Они прошли несколько дней переподготовки, а затем все были отправлены в Украину. Этот шаг был необходим, потому что силы, участвующие в штурме Северодонецка, были истощены, но находились в более перспективном положении, чем штурмовавшие Славянск с запада. На заводе «Азот» идут ожесточенные бои, но пока украинские рубежи держатся. Сообщения о находящихся там гражданских лицах противоречивы. Одни говорят о 300, другие о 500. Несмотря на разрушенные мосты через Северский Донец, связь с гарнизоном имеется. Лисичанск находится под постоянным российским обстрелом. Большая часть населения эвакуирована, и ситуация там находится под контролем Украины. Ситуация к югу от города остается критической. Ранее Ташковка, примерно в 10 километрах к юго-востоку от Лисичанска, была захвачена, а вчера украинским защитникам пришлось отступить из Мирной долины и Подлесного. Итог: оказавшись не только под постоянным обстрелом с 3 сторон, но и из-за падения Подлесного почти отрезанные от снабжения, украинцы вчера вышли из Золотого. На сегодняшнее утро они, вероятно, вышли и из восточной части Камышевахи и Горского, а тяжелая техника уже выведена несколько дней назад. Хотя по некоторым данным в мешке все еще остаются защитники. На Попасной дуге последние 2 дня россияне занимали Нырково, а затем наступали на Белогоровку, Берестово и Николаевку. Но дорога Т-1302 по-прежнему полностью находится под контролем Украины. На южном фланге поступают сообщения о украинском наступлении в направлении Токмака. Однако в настоящее время известно о успехах на других направлениях. Например, вчера украинцы освободили Павловку и продвинулись к Егоровке, южнее Угледара. Также есть сообщение, что ЗСУ достигли Полог, но это пока не точно. Юг. На севере Херсонской области ЗСУ пытаются выбить россиян из Крещеновки и Золотой Балки. Несмотря на российские сообщения о ликвидации плацдарма на левом берегу Ингульца, между Андреевкой и Давидовым Бродом он все еще существует. Также ЗСУ вышли на северную окраину Снегиревки и пытаются выбить россиян из их укреплений в Новопетровке. По некоторым данным, Киселевка уже освобождена, а украинские силы уже в 10 километров от Херсона. Атака на Александровку на юге была отражена. Тем временем 49-я армия РФ понесла достаточно потерь, чтобы отвести большую часть 20-го армейского корпуса из севера Херсонской области, ближе к городу. Помимо удара по газовым платформам в Черном море, еще был нанесен удар по гарнизону на острове Змеиный, что подтверждают спутниковые снимки. Но тут интересно другое. Оказывается, у россиян есть своя версия о украинской атаке на остров, отчего и появляются радостные комментаторы под видео с вопросами, почему я не рассказал про Змеиный. Разумеется,
российская версия не подкреплена никакими доказательствами и больше похожа на сочинение школьника. Из особо забавного так это то, что оказывается по-змеиному даже били гаубицы М777. Видимо, украинцы поставили их на байдарки, чтобы достичь острова. А еще 4.У, 15 БПЛА, в том числе американский Global Hawk. Но, разумеется, ничего из этого не достигло цели, видимо, перехвачено выдающимися Панцирь С-1. А затем последовала российская контратака, которая уничтожила базу Байрактаров в Одессе и 2 пусковых С-300 в Очакове и Тузле. Ну и, видимо, 2 F-15, как вы можете видеть на схеме РИА Новости. Судьба Звезды Смерти и 2 звездных разрушителей пока неизвестна, но по некоторым данным туда забрался с ножом старший сержант Мерген Дунгак и уже вырезал 3894 члена экипажа. Видео сделано на основании отчета австрийского военного аналитика Тома Купера, карт Натана Рассера, карт War Map и фантазии российского генштаба.